В самом сердце Китая, расположенном в автономном регионе Внутренняя Монголия, одном из самых удаленных, суровых и неприветливых уголков нашей планеты, находится пустыня Кузучи. Это уникальное природное образование на протяжении многих десятилетий считалось безжизненным и крайне неблагоприятным для жизни районом, отличающимся жесткими климатическими условиями, сильными ветрами и ужасной засушливостью. Тем не менее, за последние несколько десятилетий произошла поистине удивительная трансформация. Эта неприветливая пустыня превратилась в новый символ экологического возрождения, пример обновления и восстановления природы. История преобразования этого места берет свое начало в далеком 1958 году, когда правительство Китая приняло беспрецедентное и смелое решение, направленное на борьбу с активным процессом опустынивания и параллельно повышения уровня жизни местного населения. Это решение заключалось в масштабном переселении и расселении миллиона кроликов в бесплодные сухие пески пустыни, а результаты и последствия проведения этого уникального экологического и социального эксперимента не только превзошли все ожидания, но и поразили научное сообщество и общественность во всем мире. На первый взгляд, идея заселить миллионами милых и пушистых животных совершенно бесплодные и непригодные для жизни Земли кажется, мягко говоря, необычной, странной и даже отчасти абсурдной. Но именно в таких, на первый взгляд, сомнительных и нестандартных решениях и заключается одна из важнейших основ прогресса и инноваций — проявление смелости, дерзости мыслей, готовность отойти от традиционного и шаблонного подхода, чтобы экспериментировать с новыми концепциями, даже если они кажутся нелогичными или рискованными. Именно кролики-рексы, выбранные в качестве основных участников этой уникальной программы переселения, оказались не просто удивительными и очаровательными созданиями, но настоящими героями экологического проекта, способными не только изменить экосистему региона, но и кардинально повлиять на судьбы горожан и сельского населения, открывая двери к новым возможностям и перспективам. В моменты, когда человечество сталкивается с глобальными и жесткими вызовами, такими как изменение климата, истощение природных ресурсов и стремительное опустынивание земель, пример, проложенный Китаем, становится особенно знаковым и вдохновляющим. Более того, китайский опыт обладает универсальной ценностью, поскольку может служить важным уроком и образцом для подражания для многих других стран и территорий, которые также испытывают серьезные проблемы с восстановлением и поддержанием своих экосистем. Именно поэтому, прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению проекта, важно подробно изучить каждую деталь этого удивительного и инновационного начинания, проанализировать его глубокие последствия и понять, каким образом именно оно стало мощным катализатором изменений в жизни и благосостоянии местных общин. Одной из важнейших и ключевых причин выбора кроликов для реализации данного проекта стала их феноменальная способность адаптироваться к крайне засушливым и суровым условиям, которые характерны для территории пустыни Кузучи. В частности, кролики-рексы, специально отобранные и подготовленные для проведения переселения, обладают высокой плодовитостью и исключительной способностью выживать при ограниченном наличии воды и скудной растительности. Эти животные обладают уникальным пищеварительным аппаратом, позволяющим им безболезненно переносить рационы, построенные на грубой, твердой и даже низкокачественной растительности, что делает их идеальными кандидатами для жизни в суровой пустынной среде, где другие виды животных долго бы не выжили. Селекционеры, приложившие немалые усилия к созданию кроликов-рексов, учитывали множество факторов, начиная от общего состояния здоровья и устойчивости к различным болезням и паразитам и заканчивая скоростью роста и плодовитостью. В итоге был выведен уникальный вид, который проявляет высокую устойчивость к условиям экстремального климата и успешно приспосабливается к жизни в засушливости.
Особенность этих кроликов заключается в том, что они не только размножаются с невероятной скоростью, но и обладают жизненно важными адаптированными физиологическими и поведенческими характеристиками, которые позволяют им с успехом переживать сложные и меняющиеся условия окружающей среды, делая их незаменимыми для выбранной задачи. Кроме того, кролики обладают богатой пищевой пластичностью. Они способны быстро и эффективно адаптироваться к разнообразию доступных в пустыне кормов, что вызывает повышенный интерес среди ученых и экологов. Эти животные употребляют в пищу не только сухие травы, но и другие виды растений, которые произрастают на данной территории, а их привычки в поедании растительности играют важную роль в поддержании естественного экологического баланса. Благодаря своей деятельности кролики способствуют регулированию растительного состава, удаляя доминирующие и зачастую однобокие виды растений, угнетающие разнообразие флоры, создавая тем самым условия для появления и роста более разнообразных и устойчивых видов растительности. Одним из поистине примечательных достижений стало то, что к 2017 году общее количество кроликов-рексов, обитающих в пустынях китайской территории, достигло впечатляющей цифры в 4,5 миллиона особей. Этот феноменальный успех стал итогом масштабной и тщательно организованной программы разведения животных и реинжиниринга естественной экосистемы. Проект оказал глубокое и всестороннее влияние не только на улучшение экологической обстановки в регионе, но и на позитивные изменения в экономическом плане, существенно повысив благосостояние местных жителей. Так, общий объем производства в этом секторе аграрного хозяйства составил 560 миллионов юаней, что эквивалентно примерно 80 миллионам долларов США, став значительным источником дохода и поддержки для крестьян, пастухов и всех, кто был задействован в этом масштабном экологическом предприятии. Местные фермеры начали активно заниматься разведением кроликов не только с целью получения мяса, но и для добычи пушистого качественного меха, который стал пользоваться высоким спросом и популярностью на внутренних и внешних рынках. Кроличий мех очень быстро превратился в основной и стабильный источник дохода для многих семей, создав новые рабочие места и обеспечив возможности для дальнейшего развития местной экономики. Вследствие высокого и устойчивого спроса на кроличий мех, местные жители начали формировать целые специализированные предприятия и небольшие фабрики, посвященные производству, обработке и продаже меха, что способствовало созданию новых экономических кластеров и развитию ремесленных традиций. При активной поддержке со стороны государственного аппарата местные фермеры получили доступ к необходимым субсидиям и кредитным ресурсам, позволяющим значительно расширить масштабы кролиководства и модернизировать производство. Этот значительный экономический рывок стал отправной точкой новой эры для сельских общин и поселков. Многие местные жители за короткий срок сумели значительно улучшить свои жизненные условия, повысить уровень доходов и социального благополучия. Кроме того, государственная поддержка включала образовательные и просветительские программы, направленные на обучение фермеров современным методам разведения, ухода и здоровья кроликов, что способствовало не только росту прибыли, но и формированию осознанного и бережного отношения к природным ресурсам и устойчивому развитию. Одним из наиболее впечатляющих и вдохновляющих результатов реализации проекта явилось практически полное превращение пустыни в настоящий оазис. Со временем на участках бывшей песчаной и безжизненной территории начали появляться буйные зеленые просторы, богатые разнообразной растительностью и новыми экосистемами. Разумеется, это было нелегкой и сложной задачей преобразовать дикое, негостеприимное пространство в устойчивую экосистему, где местные жители могли бы не только выживать, но и процветать, развивая свои общины и экономику.
Весь процесс шел постепенно и поэтапно. Первые результаты не проявились мгновенно и требовали упорства и долговременного планирования. Для начала было необходимо создать устойчивую экосистему, где кролики играли ключевую и фундаментальную роль. Были применены специальные агрономические стратегии, включающие севооборот, комбинирование различных сельскохозяйственных культур и другие инновационные методы, направленные на повышение плодородия почвы и создание максимально благоприятных условий для интенсивного роста растительности. Кролики стали неотъемлемой частью сложной системы пастбищ, и их жизнедеятельность способствовала образованию и распространению натуральных удобрений, которые улучшали структуру почвы, укрепляли ее качество и повышали влагоудерживающую способность. В результате таких изменений появились новые виды растений, способствующие увлажнению почвы, что дало мощный расширительный эффект на биологическое разнообразие региона. При использовании кроликов как части интегрированной агропромышленной системы местные фермеры получили возможность существенно снизить свои расходы на покупные удобрения и одновременно повысить продуктивность всех обрабатываемых земель, увеличивая урожайность и качество продукции. Особое значение сыграли практики в области повышения экологической грамотности и образования среди местного населения. Были сформированы местные группы фермеров-экологов, которые стали ключевыми катализаторами положительных изменений, распространяли знания о том, как эффективно взаимодействовать с природой и использовать устойчивые методы ведения хозяйства. Также были организованы регулярные тренинги, семинары и обучающие мероприятия, где опытным экспертам и агрономам удалось донести до фермеров важность коллективных усилий и достижения общих экологических целей для сохранения и приумножения природных богатств. Не меньшую роль сыграли социальные преобразования, произошедшие в повседневной жизни местных жителей. Люди перестали покидать свои земли в поисках лучших условий жизни за пределами региона, что в значительной степени снизило уровень миграции и способствовало укреплению местных общин. Это, в свою очередь, положительно сказалось на улучшении качества жизни, уровне образования и здравоохранения. Все эти изменения позволили успешно решить широкий спектр социальных проблем, одновременно повысив уровень безопасности и обеспечив стабильность в регионе. Кроме того, фермеры начали активно обмениваться между собой накопленным опытом и знаниями, делясь историями успехов, достижений и эффективных практик. Постоянное наблюдение и поддержка со стороны научного сообщества способствовали формированию уникального культурного кода и социальной модели, основой которых стало коллективное сотрудничество и активное участие всех заинтересованных сторон. В этом контексте заслуживает особого внимания создание специально организованных ассоциаций и организаций, занимающихся координированием усилий, обменом ресурсами и распространением успешного опыта среди фермеров и предпринимателей. В местных образовательных учреждениях появились специализированные занятия и курсы, посвященные природоведению, экологии и устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Благодаря обучению детей на примерах из окружения и практическому опыту, молодое поколение стало более осознанно воспринимать и понимать важность охраны окружающей среды и рационального обращения с природными ресурсами. Курсы по уходу за кроликами, а также мастер-классы по изготовлению текстильных изделий из кроличьего меха пользовались популярностью среди молодежи, стимулируя творческую активность и появление новых инициатив. Эти творческие и образовательные подходы не только способствовали экономическому развитию региона, но и укрепляли культурное единство и идентичность местного населения. Несмотря на уже достигнутые значительные успехи, особенно важно подчеркнуть, что этот инновационный проект не стоит на месте и продолжает активно развиваться. Ученые и исследователи ведут комплексные научные работы, направленные на поиск новых способов улучшения условий жизни кроликов, оптимизации методов управления экосистемой
и повышения эффективности переработки природных ресурсов. Одной из перспективных идей является интеграция кроликов в более широкий сельскохозяйственный цикл, например, сочетание их разведения с посадкой специальных культур растений, способных улучшать структуру почвы и ее питательный потенциал. Кролики также нашли применение в образовательных программах, предназначенных для местной молодежи. Дети учатся не только заботиться о животных, но и понимать важность сохранения и восстановления экосистемы, что помогает внедрять принципы устойчивого развития в сознание будущих поколений и формировать экологическую культуру. Важно отметить, что правительство Китая активно расширяет практики по внедрению аналогичных инициатив и в других регионах страны, рассматривая их как важнейшую часть борьбы с глобальными экологическими вызовами, изменением климата и истощением природных ресурсов. Успех этого проекта вызвал живой интерес и вдохновил экологов, исследователей и представителей власти во многих странах по всему миру. Он стал примером для подражания и вдохновения для государств, сталкивающихся с проблемами опустынивания, деградации почв и климатических изменений, стимулируя разработку похожих программ восстановления экосистем и устойчивого развития. Конференции, симпозиумы и форумы, посвященные экологической тематике и вопросам защиты окружающей среды, теперь все чаще включают дискуссии и обмен опытом, связанные с этим примером из Китая, что способствует распространению знаний и лучших практик. Исследователи и специалисты в области экологии и возобновляемых ресурсов активно используют полученные результаты и данные проекта в своих научных трудах и исследованиях. Эти находки стали прочной основой для множества публикаций и аналитических обзоров, посвященных переселению животных, экологической реабилитации и устойчивому управлению природными системами. Таким образом, китайская инициатива по переселению миллиона кроликов в пустыню Кузучи стала знаковым событием, оказавшим глубокое воздействие на множество жизней и всю экосистему региона. От успешного развития животноводства и сельского хозяйства до значимых социальных изменений и экономического прогресса, этот проект доказал, что даже самые сложные и на первый взгляд невыполнимые задачи могут быть решены благодаря коллективным усилиям, целеустремленности и инновационному мышлению. Сегодня, спустя десятилетия после начала реализации этого смелого и амбициозного проекта, можно с уверенностью сказать, что кролики стали не просто частью местной экосистемы. Они превратились в символ надежды, перемен и новых возможностей, которые можно достичь, решив следовать за мечтой даже в самых сложных и кажущихся безнадежными условиях. Эта история не просто рассказ о кроликах, а глубокий урок о настойчивости, человечности и силе совместных действий. Мечта о процветании, сохранении здоровья природы и построении устойчивого будущего по-прежнему жива. И кролики-рексы продолжают оставаться ярким символом этой мечты. Важно помнить, что даже самые маленькие и незаметные существа способны войти в историю, изменяя мир к лучшему. Эти кролики, получившие второй шанс на жизнь в пустыне, напоминают нам о том, какие безграничные возможности заложены в природе и как важно беречь и защищать ее ради будущих поколений.